Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И я Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. Немножечко пару слов о событии, которое произойдет завтра. Это будет новолуние. Оно состоится в 13:37 по московскому времени. Что вам сказать? Об этом новолунии много вы можете посмотреть у астрологов, и тарологи, собственно говоря, тоже касаются этой темы. Я немножко про другое. Я про то, как создать иную реальность и начать жить в ней. Я сегодня хочу с вами поговорить о том, что пространство, оно живое вокруг нас, оно разумное. И это все потому, что мы живые и мы разумные. И это пространство создаем мы сами. Поэтому можно сказать, что с одной стороны мы живем в мире законов и порядка. С другой стороны, не только мир влияет на нас, но и мы влияем на мир. Вот так я бы хотела подойти очень к достаточно актуальной теме, которая сейчас со стороны пространства идет к нам, а это значит, что когда-то мы послали этот импульс в пространство. Что же считывается сегодня? Какие энергии? Вы знаете, очень интересно, когда я постаралась настроиться на пространство, которое сейчас вибрирует практически на определенной частоте, мне пошла руна Адал. Вот так она выглядит, для тех, кто не знает. И вы можете здесь прочесть даже самодостаточность, стабильность и защита. Это руна защиты. Часто это руна защиты родом. И на обороте колоды мною любимый Лагос, текучая вода, это руна, которая говорит о том, что мы находимся в потоке. Потоке интуиции. Она обозначает и психологию, и открытие правды. Вот такая вот красивая руна. Пространство диктует нам сейчас такую тему, которую я назвала «Как почувствовать себя защищенным?» Как почувствовать себя под защитой? Как это сделать? Поскольку именно такое состояние дарит нам радость, поскольку именно такое состояние дарит нам ресурс, внутренний ресурс. Если вам интересно, оставайтесь со мной, потому что при помощи Таро я буду считывать информацию сейчас с пространства, и как бы мы поговорим со Вселенной и с собой. Поскольку самое главное, что дарует нам состояние комфорта, покоя, это ощущение единства, неразделенности. Как я часто вам говорю, это энергии пятого измерения. Это энергии не 3D-реальности, это многомерность. Это осознание того, что мы не живем линейно, по какой-то даже одномерной, можно сказать, да, модели. Из точки А в точку Б мы не движемся
к нашим целям такими вот отрезками. Добрый вечер, Аллочка. Добрый вечер, рада вам. Мы сегодня сделаем исследование, что позволит нам чувствовать себя защищенными. Это очень важно, потому что я заметила, очень многие люди ищут защиты. Им кажется, что, во-первых, мир враждебен. Они чувствуют стрессовость, да? Отсутствие денег – это, соответственно, неустойчивость. Также мы пытаемся себя, в общем-то, обезопасить какими-то материальными благами, например, домом. Для чего нам дом? Изначально дом был нужен для защиты. И это нужно фундаментально понимать. Сейчас мы каждый тянемся к собственному жилью, к собственному дому, потому что это прописано у нас на очень глубинном уровне. Но не так, как мы сейчас это понимаем. Нам кажется, что это статусно, это определенный уровень свободы, иметь свой дом, свою квартиру. Но на самом деле на глубинном уровне это всего лишь иметь свою защиту. Добрый вечер, Аленочка. Здравствуй, Аленушка. Здравствуй, дорогая. Вы знаете, я хочу вам сказать, что психологи, они много говорят на эту тему, и тренингов много, всего много. И это не совсем, вот как я вижу, работает. Это помогает только на время, потому что сколько бы мы ни говорили халва, не становится слаще во рту. И постоянно я вижу, что есть у людей откаты. Вот вроде бы крылышки расправил человек, поверил в себя, доверился этому миру, и опять откат, опять депрессия, опять неверие в себя, опять, и поднимаются какие-то темы, которые тревожат на протяжении очень многих лет. Порой это практически детские проблемы, детские какие-то переживания, которые настолько уже окуклились во что-то там еще, что разобраться в этом практически не представляется возможным. Работают и гипнологи, работают и люди, которые погружают в ретро-состояние, да. Много чего. Раскопки ведутся постоянно, но на самом деле, сколько бы мы ни осознавали, почему так, причина того, что с нами происходит то или иное состояние, которое приводит нас в нересурсность, да, это никак не помогает нам соединиться с внутренней силой. Сегодня давайте попробуем сделать такое исследование, которое позволит нам это сделать. Я не столько буду углубляться в прошлое, сколько выводить ситуацию из состояния тупика. Итак, приступим. Что позволяет, из-за чего, так сказать, мы вообще не чувствуем себя защищенными? Ну, было бы странно, если бы сразу не вышла шестерка чаш. Ретро, карта детства, карта перевернутая, и она говорит о том, что это деструктивный детский опыт, который эмоционально был окрашен. И это опыт взаимодействия. То есть по шестерке это всегда взаимодействие с людьми, с миром.
То есть это тот момент, когда душа начинает искать вот эти вот первые, делает шаги, что это за мир, куда я попала, как здесь жить. Здесь очень интересно, нужно понять, что мы начинаем как бы удаляться от того источника, из которого мы пришли. И постепенно нам кажется, то есть мы впадаем в иллюзию разделенности. На самом деле реальность, она демонстрирует нам просто нашу неспособность быть успешными. На первых порах мы получаем поражение за поражением. Ну вот, например, оказывается, что мы родились совершенно неподвижными. Мы не можем даже сидеть, нам трудно ходить. Ну, то есть вообще нет возможности ходить. Первые шаги даются с большим трудом. Перевернутый рыцарь чаш говорит о том, что душа, попадая в плотные слои 3D мира, первый опыт получает достаточно болезненный и неуклюжий. Несопоставимое ощущение того, как было до того, как ты был воплощен в этом мире, и того, как стало. Совершенно понятно, что взаимодействие с социумом дает нам постепенно шаблоны и правила. Так можно, а так нельзя. Так хорошо, а так плохо. И мы постепенно понимаем, что это помогает выжить. По крайней мере, это каким-то образом помогает нам просто физически существовать, взаимодействовать. То есть, если ты что-то попросил, ты что-то получил, в одиночку ты не можешь существовать. То есть, вы понимаете, из состояния самодостаточности, из состояния полноценности, кое душа являлась, она попадает тут же в состояние зависимости, ущербности и невозможности свои вопросы решать самостоятельно. Необходимости обязательно с кем-то взаимодействовать. Поначалу, конечно, с более старшими людьми, с родителями, учителями, воспитателями. Это как будто бы прописные истины, но я хочу вам сказать, что ведь это разговор с пространством. Это не я сейчас говорю, это то, что я считывала с пространства, это то, что пространство отзеркаливает и сейчас считает необходимым напомнить нам, что мы в какой-то момент пошли по пути, якобы отдаления от своего центра силы. Конечно, это иллюзия. Мы никогда не разделялись сами с собой, но реальность каждый раз нам давала такие уроки, которые говорили нам о том, что мы делаем что-то не так, мы действуем неэффективно. То есть наш опыт предыдущих жизней, какие-то еще наработки не работали. Просто не работали. И понимаете, самое главное – это то, что у каждого, абсолютно у каждого из нас есть опыт поражений и неудач в детском достаточно возрасте. Я сейчас не говорю о том, что это плохо, так задумано, так должно быть, такова игра, стратегия, этой игры. Мы должны как можно дальше уйти своим сознанием. Еще раз подчеркну, что это иллюзия ухода, но все-таки нам кажется, что мы уходим, мы как будто бы теряем связь сами с собой.
Это очень важно понять. И что интересно, чем более опытные души, чем более они зрелые, тем дальше они уходят, тем дольше они блукают вот в этой темноте. На долгие годы человек погружается в состояние, когда он вообще не понимает, сколько бы он ни думал, какие стратегии все-таки принесут ему результат. Сколько бы он ни предпринимал попыток вот таких вот, понимаете, то есть повторяющихся действий, основанные на старом опыте, а опыт его в том, что он получил первый опыт, это всегда негативный опыт, это всегда опыт поражений. Не так, нельзя, не получилось, не с первого раза. Ну ничего, ты не унывай, учись. Мы учимся, и нас поощряют в том плане, что наши амбиции должны быть достаточно, то есть мы должны быть амбициозными, мы должны уметь толкаться локтями, идти к своей цели. Общество приветствует, как вы знаете, людей, которые к чему-то стремятся, чего-то хотят. Я сейчас не буду трогать почему и зачем это все, но мы должны понимать очень важную вещь, что усилия, которые мы прикладываем, практически большая их часть, она не приводит на самом деле к результату. То есть выхлоп мизерный. Что-то получается. Нельзя сказать, что ничего. Но по сравнению с тем, о чем мы мечтаем, а мы знаем, мы помним, что можно иметь практически благодать. Мы когда-то жили в этой благодати. Что можно ничего не доказывать, что можно иметь все по праву рождения, потому что ты – это ты. Мы все одарены, мы все богато одарены нашим Творцом. У нас у каждого есть неповторимая составляющая, которая достойна абсолютно всех благ. Но условия мира таковы, что мы должны сначала почувствовать вот это отделение. Это очень важно осознать. В какой-то момент человек испытывает обычно тупик, он истощается. Происходит такая вот усталость, изношенность. Ну, дальше вы знаете, все по схеме, депрессии и так далее, болезни и тому подобные вещи. Ни одна из стратегий, несмотря на то, что опыт богатый, и мы много учились, на самом деле не приводит нас к счастью. К счастью точно не приводит. Не приводит нас к самореализации. И мы все дальше и дальше уходим от источника. Мы не видим, что на самом деле все, что нужно делать, это перенести акцент внимания. Мы находимся просто на привязи определенных уже устойчиво работающих программ. Но потому что мы повторили одни и те же неправильные действия, ну, я не хочу сказать неправильные, неэффективные. Неэффективные в плане нашего счастья действия, в плане получения того, что делает нас наполненными. И таким образом программа начинает работать, она закрепляется. Мы превращаемся вот в таких рыцарей. Наши доспехи – это наше эго. Нам кажется, что мы должны просто еще поднажать.
И мы стали сильнее, действительно. На этом пути, пока мы боролись, пока мы сражались, мы действительно обрели эти латы. Но проблема в том, что из поколения в поколение наши предки делали то же самое. И у них так и не получилось выстроить грамотный энергообмен с пространством. У них так и не получилось быть счастливыми. Это генетический код. И мы не первые на этом пути, кто проходит этот квест и не становится счастливее. Да, мы становимся мудрее, мы становимся мощнее, закаленнее, агрессивнее. У нас с инстинктами выживания все в порядке. Но вот вопрос, а в этом ли цель игры? Ведь все это на нижних центрах, ведь все это на самом деле никак не питает наш дух. Неужели дух спустился сюда только для того, чтобы прожить такую животную жизнь, такую на самом деле жестокую? Для чего это все? Где-то в глубине души мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. Мы что-то упустили. А как же надо? Задаю я вопрос. А как же надо? Как надо жить? Ну, понятно. Нужно открыть внутренний ресурс. Внутренний ресурс, я подчеркиваю. Собственный канал изобилия. Ощутить себя творцом своей реальности. Выйти из состояния пятерки пентаклей. Это неверие в себя и недоверие пространству. Неудивительно, что мы не доверяем пространству. Ведь если собаку долго бить, она практически всегда будет тут же убегать от человека. И даже если ты хочешь ее покормить, она будет убегать. А вдруг ты ее ударишь? На клеточном, на генетическом уровне, в цепочках ДНК есть программы, которые говорят нам: беги, мало ли что, а вдруг опять что-нибудь случится. Не может быть слишком долго хорошо. Опыт поколений говорит о том, что рушилось благополучие семей в одну ночь, в один день, на ровном месте. Люди теряли все по разным причинам. Вы знаете, и войны, и катаклизмы, какие-то катастрофы и так далее. И сейчас это тоже происходит так. И нам кажется, что этот мир жесток. То есть у нас для того, чтобы сделать такой вывод, очень много объективных причин. И если я сейчас вам буду полчаса говорить о том, что это не так, вы мне не поверите. А так что же делать? Неужели все так плохо? Дело в том, что матрица намного сложнее устроена, чем мы думаем. И то, как она работает, немного мне открыто. Постепенно я буду рассказывать вам о том, как устроен этот мир. Тогда, я уверена, вы сможете воспользоваться этими знаниями для того, чтобы стать более эффективными и счастливыми. Ну а пока
Скажу вам так. Каждый из нас живет свою жизнь на определенном, как бы, ну, назовем это уровень матрицы, хотя все намного сложнее. То есть наша голографическая вселенная устроена таким образом, что каждый способен проживать свою локальную реальность. Для многих непонятно, а как же тогда мы взаимодействуем друг с другом? Однажды у меня состоялся такой разговор, но это было практически диспутом с человеком, которому я пыталась объяснить, что мир не таков, какой он, как он о нем, как он его понимает со своей стороны. Больше я никогда этого не делала. Это было мне хорошим уроком. Потому что в тот момент, когда я пыталась ему это объяснить, я сама же для себя же проговорила слова учителя. То есть он, конечно, ничего не понял, но я поняла. Я произнесла такие слова. Когда он мне сказал, что все не так, как ты говоришь, все совсем по-другому, и долго объяснял, как по-другому, я не в силах уже ничего аргументировать, потому что я видела, что теряю много энергии, и я не хотела продолжать этот разговор. Я закрыла его словами, что это в твоем мире, в моем мире все не так. Он покрутил у виска пальцем и сказал, что ты фантазерка. Я долго думала об этом, ведь я была в потоке, и состояние потока я всегда чувствую. И я понимала, что что-то в этих словах есть. Но стоял вопрос. Я понимала, что я живу в другом мире, в этом мире другие законы, и даже физически реальность на самом деле другая. Я живу совсем в другом времени. У меня время течет иначе. Это так ощущалось при диалоге, как будто бы действительно я прилетела с другой планеты. На самом деле, как же удалось нашим реальностям сомкнуться? Этот человек находился в моем поле много лет. На самом деле мы можем иметь контакт даже с близкими очень людьми, например, с членами нашей семьи. Очень тесные, уже куда ближе связи, кровные, или это муж и жена. И не проживать в одной реальности. Это очень странно, наверное, для вас прозвучит, но на самом деле мы живем в разных реальностях. И то, что мы друг друга видим, и то, что мы друг с другом общаемся, это еще ничего не значит. Ровным счетом ничего. Как-нибудь объясню физически, как это происходит и устроено. Но как мы ощущаем, это действительно как будто бы за... вот мы говорим даже у нас в речи, с тобой как со стенкой разговариваешь. То есть энергия не проходит. Нет отдачи. Ты как будто действительно, ты посылаешь, ты достучаться ты не можешь. Там глухо. То есть между этими реальностями нет энергообмена. Они на разной частоте, представляете? И если люди из двух таких очень сложно, для коммуникации сложных реальностей, потому что реальности есть разные, для таких сложно устроенных реальностей для коммуникации, общаются, все-таки продолжают общение, конечно же, тратится колоссальное количество энергии. Но самое интересное, что выхлоп, польза от этого взаимодействия, какой-то, скажем, эффект, результат микроскопический. Я не говорю о том, что этого не стоит делать или стоит делать.
это уже другой вопрос. Просто мы должны понимать, на что мы тратим нашу жизнь. Можно ли иначе? У нас всегда есть выбор. Обратите внимание, по мечам это всегда как раз та самая борьба концепций. Нет правильной или неправильной концепции существования в этом мире. Вы можете позволить себе любой. Эти выборы равноценны, равноправны. И для каждого из вас существует свой собственный выбор. Но выбор, который, безусловно, улучшит качество вашей жизни, это тот выбор, который не основан на страхе смерти, на инстинкте выживания, на инстинкте что-то доказать, подавить. Это очень просто. Что бы вы ни делали, за что бы вы ни брались, как бы вы ни хотели себя реализовать, вы знаете, страх смерти и инстинкт выживания, они так интересно проявляют себя даже в самых элементарных вещах. Например, я же говорю, человек стремится к жилью собственному, ну, казалось бы, что тут плохого? Естественное, нормальное желание иметь свою недвижимость, быть в ней полноправным хозяином. Почему у многих людей не дается возможность улучшения, например, жилищных условий? Например, естественно, есть и другие причины, но одна из них это то, что если дать человеку жилье, о котором он мечтает, он так и не создаст внутри себя рабочую модель, как же быть в ресурсном состоянии, как же излучать всегда эту наполненность, как быть изобильным. То есть это состояние не включится в человеке, не включится. То есть, смотрите, мы какое-то время в жизни отдаляемся, как будто бы, я всегда подчеркиваю, отдаляемся от своего центра силы, от источника жизни. Но в какой-то момент нам предстоит к нему вернуться. И это не тогда, когда мы умрем. Наша квест-игра сделана таким образом, что мы должны вернуться до того, как мы умрем. Мы должны вернуться в состояние младенца, в состояние этого полного доверия, пройдя этот круг, пройдя через этот опыт, вернув себе силу из всех ситуаций, в которых все ситуации, в которых мы были якобы неуспешными, в которых мы испытали драму и разочарование. Так должно быть. Мы должны вернуть себе силу из всех этих разрозненных элементов. Очень важно этот опыт не вычеркивать из своего сознания. Совершенно неправильная методика, где, допустим, вам бы попытались, знаете, есть методики исправления драматических ситуаций, допустим, вернуться в прошлое и сделать правильно, исправить исход какой-то ситуации. Или, допустим, постараться забыть, не думать об этом, и так далее. Это не есть то, что необходимо нам, чтобы соединиться со своей силой. Какой же смысл, подумайте сами, все это проходить, страдать и потом забыть? Посмотрите,
Что нас отделяет от источника силы? Перевернутый отшельник. Путник, который заблудился. Заблудился, потому что не верил. Отшельник, 9-й аркан, символизирует духовного, скажем так, нашего духовного учителя. Внутри каждого из нас есть духовный учитель. Каждый себе сам учитель. И вот если наш фонарь, свет нашей надежды потух, а посох нашей веры сломался, то отшельник становится вот таким. И он становится просто бессмысленно живущим человеком, бессмысленно мучающимся, бессмысленно страдающим. И даже если мы периодически смеемся, конечно же, мы получаем какое-то удовольствие в том числе в этой жизни. Мы радуемся, мы наслаждаемся, у нас есть успехи в том числе. Но глобально вот эта драма, она высасывает наши силы. Дорогие мои, вы должны понять одно, что источник нашей силы всегда находился, всю жизнь находился и находится, и будет находиться не где-то там, он всегда внутри нас. Мы никуда не должны просто от него уходить. Но вот такой морок, который на нас наводит матрица, когда мы в нее погружаемся, вот эта вот иллюзия, что мы должны где-то его найти, вот мы должны что-то понять, познать, еще какую-то книжку прочитать, еще на какие-то курсы сходить, еще к какому-то учителю послушать какие-то лекции, еще мы что-то должны сделать для того, чтобы просветлеть. Вот эта иллюзия нас засасывает. Чем больше и чем дольше мы учимся, идем вслед за кем-то, за чьими-то мыслями. А ведь вы же уже понимаете, что реальности, они как бы трутся друг от друга. На самом деле ваша неповторимая реальность, она, как вам сказать, она абсолютно уникальна. Ей не подойдут чужие советы, ей не подойдет чей-то опыт. Это невозможно применить. Поэтому это иллюзия, что вы просветлеете, прочтя еще одну книгу, послушав еще кого-то. Нет, этого не происходит. Нужно просто сдаться. Это единственное, что нужно. Прекратить желать стать мудрым. Прекратить желать быть сильным. Настоящая наша сила и настоящая наша мудрость, она в том, чтобы просто быть. Просто быть. Максимально, абсолютно, как вам сказать, адекватно той реальности, которая является нами же, тем законом, то есть мы закон для нашей реальности. Поэтому худшее, что можно сделать, это постараться взять законы другой реальности и попытаться их применить в нашей. Может быть, вы со мной поспорите и скажете, что есть же законы, которые работают для всех. Дело в том, что есть законы универсальные, они действительно работают для определенного, скажем так, уровня матричных кодов. И действительно, несмотря на то, что каждый живет в своей, но все равно матрица еще она такая слоистая. И интересно то, что информация поступает к вам
только того уровня, на каком находится ваше сознание. То есть если вы меня сейчас слышите и видите, то это уровень тот, который доступен для вас. Но когда вы продвинетесь, у вас появятся другие учителя, у вас появятся другие источники информации. Все это меняется, все это мгновенно перестраивается и может перестроиться просто по щелчку. Все, что я вам хотела сказать, это то, что фокус внимания всегда только на центре внутренней силы. И абсолютно неэффективно перемещать свой фокус внимания куда-то, во что-то. Верните себе абсолютно всю энергию из всех ваших полученных опытов. Уверена, что это новолуние в Деве будет исцеляющим, будет для вас многообещающим с точки зрения материализации ваших желаний. Уверена, что так и будет. Уверена, что те коды многомерного мира, которые я сегодня попыталась вам передать, вы сможете ими воспользоваться. А если то, о чем я вам сегодня рассказывала, вызвало у вас какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пишите свои комментарии под этим видео. Пишите ваши вопросы. И я с удовольствием отвечу вам на них. Благодарю вас за внимание, мои дорогие друзья. Полуношники. И я прощаюсь с вами. А завтра я буду встречать новолуние. Я думаю о том, что, может быть, выйду еще в эфир с каким-нибудь интересным видео, потому что сейчас поменяются энергии, и я уверена, что будет какая-то абсолютно новая частота и абсолютно новая волна. Помните, чтобы быть успешными, первый шаг к успешности – это надо быть синхронистичными, абсолютно настроенными на пространство вашей реальности, на пространство уникального кода, неповторимого штрих-кода именно вашего мира. И алгоритмы победы знаете только вы. Эффективность зависит только от вас. Не слушайте никого. Слушайте только свое сердце. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. До скорых встреч. Пока-пока.